Этим каналам отключат монетизацию уже в этом году. Перестаньте снимать такой контент, если вы хотите продолжать зарабатывать на YouTube. Привет, друзья, я Игорь. Помогаю блогерам зарабатывать больше денег всего в 2 клика. Смотри это видео до конца, если хочешь узнать, какой контент все еще будет монетизироваться в 2024 году. К моему удивлению, многие коллеги по цеху и много пользователей или игнорируют эти изменения, или стараются их не замечать. А ведь в 2024 году из-за контента, сгенерированного нейросетями, можно очень легко лишиться монетизации. Как же продолжать использовать такой контент и не бояться потери монетизации в 2024 году, давайте разбираться. Первое. Самое важное для понимания, что YouTube улучшил алгоритм с начала 2024 года и теперь гораздо эффективнее определяет, о чем видеоряд. Это означает, что он с легкостью понимает, где синтетика, где нейросеть вам что-то создала. И YouTube предлагает самостоятельно указывать, какой контент синтетический, а какой нет. Для этого он и ввел функцию «да, синтетический», «нет, не синтетический». Конечно, возникают вопросы, что есть для YouTube генерации и в каком именно контексте он хочет понимать о том, что это именно нейросетка сгенерировала видео. А об этом он очень подробно описывает в справке. Советую почитать. Например, вы решили создать видео про известного политика. Взяли и с помощью технологии Deepfake создали с ним что-то. Сгенерировали его голос и создали видеоролик. В этом случае YouTube обязательно требует указать о том, что это с использованием нейросетей. Он будет вводить специальную пометку поверх видео, и пользователь, когда будет смотреть, он будет понимать, что да, это deepfake, может быть прикольно, может быть интересно, и для YouTube это будет окей. Но если не будет этой пометки, значит пользователь может подумать, что это правда, а это введение в заблуждение, и это нарушение всех мыслимых правил YouTube. Второй пример. Автор изменил какую-то известную композицию, загрузил и выдает ее за свою, а YouTube очень сильно переживает за авторские права, нас с вами и других авторов, и такой канал, конечно же, будет демонетизирован. И в начальный период есть шанс, что YouTube этого не заметит, и канал не сразу же будет отключен от монетизации, но вы понимаете, уже есть неоднократно мы видели, как это все работает, и впоследствии YouTube не только может лишить монетизацию, но и даже удалить полностью канал. Так что те, кто нарушает правила, шансов все меньше. Да, друзья, некоторые обрадовались, когда пришли такие гигантские и крутые нейросети, что уже вот, наконец-то мы будем работать меньше и создавать кучу контента. А для YouTube это был сигнал о том, что вот, авторские права под угрозой. И ввел вот эти изменения. Интересное наблюдение. Многие начинающие блогеры, да в принципе и не только начинающие блогеры, слишком буквально воспринимают совет вдохновиться чужим видео. В итоге они не просто копируют видеоряд, текст или там даже куски какого-то видео, а буквально копируют. Точь-в-точь копируют. И получается, что нарушают чьи-то права. А так как YouTube научился более эффективно определять плагиат, такие каналы лишаются монетизации. И используя нейросеть, вы когда-нибудь задумывались о таком моменте, что это очень опасно? Знаете почему? LLM, большие языковые модели, они обучаются на знаниях из интернета, на сайтах, которые кому-то принадлежат, на видео, у кого есть правообладатель. Именно из-за этого уже было сколько скандалов, и подавали правообладатели в суд на эти компании, и тяжбы до сих пор еще идут. Ведь получается, что вы можете взять, например, текст, сгенерированный известной нейросетью, и проработать его, а он будет точь-в-точь сгенерированный, как кому-то принадлежащий. Для вас это будет сюрпризом, а для YouTube это как плагиат и использование чужого контента, и прощай монетизация, а в некоторых случаях и удалит или видео, или даже канал. Так, друзья, как же вы создаете ваш контент? Вы вдохновляетесь чем-то или полностью копируете? Расскажите в комментариях. Вы уже, наверное, слышали о том, что некоторые инструменты могут создать, например, 300 видео за 10 минут. Canva, Figma. Как сделать 300 коротких видео всего за несколько минут, используя нейросеть. Очень много видео было на ту тему, что я там за пару минут создал столько-то видео и заработал миллиарды. Да, это действительно так. Эти инструменты способны за минуты сгенерировать и склеить разные картинки, разные фразы, музыку в какое-то видео-шортс, например, да, или там в длинное видео. И у вас буквально за минуты получаются сотни таких видео. Да, это форматы, которые, не то чтобы сильно популярные, да, довольно-таки популярные. Это, вы знаете, слайд-шоу или какие-то нарезки из стоковых видео на платформе YouTube. Это какие-то там фразы про высокие материи или там волчьи законы. Но ситуация такая, что подобное массовое производство уже привлекло внимание YouTube, ведь он считает, что это видеомусор. И даже хайповые видео, создаваемые подобным образом, попадают под эту категорию. Почему это важно? Потому что YouTube ставит на первое место интересы зрителя, а не автора. YouTube считает, что зритель должен смотреть только качественный контент,
контент, а не всякую спам и фигню. Собственно, такие каналы, и все уже под пристальным вниманием видеоплатформы, и тысячи из них уже отключены от монетизации. А чем дальше в лес, тем толще партизаны, соответственно, пойдет еще и удаление. Если вы работаете в этой нише, ну, подумайте, надо, наверное, что-то изменять. Уходить в сторону более сложного и полезного видеоконтента. Ведь как создатель важно задумываться все-таки, что мы несем в мир, что мы даем зрителям и чем интересен тот контент, который мы создаем. Как вы вообще относитесь к такому массовому производству видео с помощью AI? Интересно ваше мнение. В марте текущего года YouTube ввел более строгие ограничения в отношении опасного контента. Контенты, которые направлены на то, чтобы причинить вред физическому и психологическому здоровью. Какой это вид контента, я вам сейчас расскажу. Это нововведения, которые заключаются в том, что более четко и быстро выявлять видео, которые приносят раздор в сознание зрителя и провоцируют его делать какую-то дичь простыми словами, а если прийти к объяснению от YouTube, это манипулирование вниманием зрителя, это причинение ему вреда собственному здоровью или здоровью других людей. Естественно, YouTube это все объясняет, что это забота о зрителях, и платформа должна быть чистой, кристальной, и зритель отсюда должен выносить только самое позитивное. Поэтому YouTube делает все, чтобы среда была безопасной. Давайте рассмотрим примеры. Кажется, как обычный забавный пранк или как обычный челлендж может превратиться в что-то опасное. Очень просто. Существуют разные люди, и они задают тренд разным вещам. Рассмотрим популярный челлендж, который назывался Tide Pod Challenge. Суть этого челленджа заключается в том, что люди ели капсулы, предназначенные для стирки. В здоровом уме кажется невозможно, но, увы, жизненная правда такая, что видео имеет влияние на тех, кто его смотрит. И, соответственно, последователи находились, вы понимаете, что вред здоровью колоссальный. Естественно, особое внимание уделяется в современном мире пропаганде экстремизма и терроризма. Все такие видео, которые имеют хоть какой-то намек на пропаганду этих идей, естественно, будут не то чтобы лишаться монетизации, а просто-напросто удаляться с платформы практически мгновенно. Стоит уделить внимание еще и медицинской дезинформации. Все каналы, которые пропагандируют какую-то идею антипрививочную, антиваксеры, будут ограничиваться в просмотрах, в доходах и, естественно, где-то местами и удаляться. Не только антипрививочные идеи вредные, а также еще и лечебные. Существует множество каналов, тем, направлений про альтернативную медицину, где кто-то советует, как надо лечиться и использует для этого научно недоказанные какие-то, свои методики. Обещает излечить от сложных болезней, рак и так далее. Поэтому такой контент, естественно, под пристальным вниманием. И казалось бы, например, такая ниша, как кулинария, тоже может оказаться в опасной ситуации. Существуют, для тех, кто не знает, в кулинарии такие моменты, такие направления, где авторы каналов собирают огромное количество трафика за счет того, что они выкладывают рецепты, якобы излечивающие от кучи болезней, якобы помогающие состоянию здоровья, и используют для этого соответствующие картинки, видеоряд и соответствующие кликбейтные названия. Такие каналы уже ранее ходили по тонкому лезвию бритвы, а теперь оказывается, что просто-напросто лишатся монетизации. Вам наверняка попадалась реклама заработать на акциях Газпрома или других огромных компаний, или вложиться в крипту и заработать 100 500% на инвестиции. Об этом писали уже, естественно, все масс-медиа, которые только существуют. Одна из схем была вокруг акций Газпрома, и для многих людей она являлась очень сильно заманчивой. А фактически это оказывалось мошеннической схемой по выманиванию денег. Но кроме акций мы помним и про криптоинвесторах, про то, что существуют разного рода биржи, и очень легко и быстро можно приумножить свой доход. Многие люди, да, они хотят легких денег и верят в такое, к сожалению. На всякий случай, друзья, обращу внимание, что будьте всегда бдительны. Под сказочными обещаниями скрываются мошенники. Сейчас, на сегодня, это один из популярных способов в этой сфере обмана, и эти люди выдают себя за какие-то инвестиционные фонды, какие-то платформы, которые якобы надежные, и, естественно, делают фейковые ресурсы. И на платформе YouTube размещают ссылки на свои фейковые ресурсы. Естественно, доверчивые люди могут прийти по этой ссылке, ввести все данные, которые они требуют, и не то чтобы лишиться честно заработанного, а остаться с долгами. YouTube серьезно относится и к этой проблеме. Алгоритмы улучшены, и внешние ссылки отслеживаются. Соответственно, если YouTube заметит канал в поведении подобном на мошеннические схемы, мгновенное лишение монетизации и, возможно, даже удаление или блокировка всего аккаунта. В общем, друзья,
будьте внимательны к информации и особенно к такой, которая обещает сказочный доход на финансовых каких-то вложениях. Критично относитесь к подобному и всегда 10 тысяч раз проверяйте. А лучше вкладывайтесь в развитие каналов, YouTube, покупайте наш сервис и зарабатывайте честно. YouTube против подделок личности и какого-либо бренда. Это те правила, которые защищают наше сообщество от обмана и путаницы. Представьте себе, что вы заходите в галерею картинную. Очень много шедевров висит там, но некоторые шедевры не настоящие, а копии. Так и YouTube стремится к тому, чтобы было как можно меньше каналов, имитирующие существующие каналы. Это значит, что существуют авторы, которые один в один пытаются создать уже существующий успешный канал. Название, шапка, описание, видео. YouTube это, естественно, не нравится, потому что, зачем нам, зрителям, смотреть, как кто-то полностью переделывает кого-то. Понятно, что YouTube иногда может и пропускать такие моменты, поэтому он упрощает подачу жалоб. Теперь, если вы столкнетесь с тем, что вы нашли какой-то канал, выдающий себя за другого, или обнаружили, что какой-то канал вас копирует полностью, вы можете очень быстро и легко подать жалобу, и эта жалоба будет рассмотрена практически мгновенно. Надеюсь, что мгновенно. И копипастер будет удален. Лично я сталкивался с подобным на ТикТоке. Мы ведем кулинарный канал, и когда мы зашли на ТикТок, мы обнаружили, что все 130 видео, которые мы успели выпустить, кто-то перезалил и начал выдавать себя за нас. Было, конечно же, неприятно, и месяца за 2 переписки с ТикТоком канал был удален. На Ютубе, надеюсь, что это будет уже попроще. В студии всегда видно, кто копирует или перезаливает видео, и можно, естественно, подавать жалобу, и YouTube довольно-таки быстро удаляет это все. Больше уникальности, меньше повторений. Давайте подведем итог. Будет считаться копированием, если вы берете название канала и меняете в нем только одну букву или цифры заменяете. Соблюдаете цветовую гамму, практически такой же логотип. Видео, содержащее полностью название другого канала, тоже может попасть под такое определение. Поэтому больше уникальности. Также очень опасно становится быть фанатским каналом. Если какое-то комьюнити, сообщество является фанатским у известного автора, то оно должно обязательно четко сказать в своем названии, что мы фанаты, мы последователи, чтобы у зрителей не создавалось впечатление о том, что это, тот же самый. Иначе это будет восприниматься как мошенничество, и, соответственно, демонетизация и бан. Как бы то ни было, эта политика YouTube помогает сохранить платформу как место, где можно доверять контенту. Следовать этим простым правилам означает, что YouTube все-таки что-то уникальное предлагает для зрителей и будет предлагать это в будущем и не превратиться в помойку плагиата и копипаста. В 2024 году многие каналы на YouTube столкнулись с риском лишения монетизации. Очевидно, что те каналы, которые пользовались и пользуются сервисами накрутки, просмотров, лайков, комментариев, будут лишаться в этом текущем году монетизации гораздо быстрее, чем в 2023 предыдущем. Как бы ясно становится. Но еще интересный факт, что даже обзорщики таких сервисов, рекламщики через ссылки таких платформ тоже оказываются в зоне риска. YouTube решительно против искусственного завышения показателей видео, и поэтому очень бодро и успешно внедряет инновации по отслеживанию такого. Мы настоятельно рекомендуем всем использовать только официальные белые способы продвижения ваших видео. Об этом мы рассказываем очень часто, следите за нашими видео. И, друзья, особенно те, кто начинает вести каналы, есть популярная схема sub for sub, подписка за подписку. Взаимоподписчики попадают под железный каток лишения монетизации. Если раньше это было около белое какое-то, то сегодня это все не работает, не надо взаимоподпиской заниматься, это ни к чему не приводит, даже хуже делает. В общем, друзья, чтобы избежать подобных неприятных моментов, нужно внимательно читать правила, по которым работает YouTube. Или подписаться на наш канал и смотреть наши видео, потому что мы про все подробно стараемся рассказать. Также вступили новые правила, которые особенно строго следят за чистотой лексики. Непристойные слова могут привлечь к тому, что канал лишается монетизации. Вы только представьте. Неосторожно сказанное слово в первые 7 секунд видео или это же слово в названии или описании ролика могут стоить создателю монетизации. Не надо говорить слово
Первые 7 секунд ролика. А лучше вообще не говорить. Вот так, друзья. Каналы, которые не сильно задумывались о последствиях живого, яркого, насыщенного языка, сталкиваются уже с проблемами. Ну и как я говорил выше, естественно, в названиях, в описаниях плохие слова и все. Нет монеты. Это значит, что пока не поздно авторам таких направлений стоит пересмотреть создание видео. Ну и ходить, использовать более витиеватые выражения языка Эзопа. В общем, друзья, ясное понимание и правил, и как это работает, помогает сохранить доход. Поэтому тратьте время на изучение матчасти, чтобы не оказаться случайно в таком состоянии. Друзья, я надеюсь, вы досмотрели это видео уже до текущего момента, потому что информация на самом деле важна и позволит вам сохранить ваш доход и не лишиться внезапно монетизации. А я вам хочу напомнить то, что мы являемся создателями сервиса Creator Tools, который помогает блогерам всего лишь в 2 клика заработать больше денег путем переводов ваших видео на более чем 140 языков. А также у нас есть инструмент, который обучен искусственным интеллектом и четко соблюдает все правила YouTube и дает вам такие названия, которые никогда вас не приведут к лишению монетизации. Поэтому переходите по ссылочке, смотрите, что у нас за сервис, забирайте бесплатно пробную версию, и я надеюсь увидеть вас в новых наших видео. Пока, друзья, я Игорь, до встречи!